Алабама славится своими закатами, густыми, как черничный сироп, и теплыми, пахнущими нагретой за день глиной и сухой травой. На ферме Карлы Суиндл вечер всегда был временем особенной тишины. Затихал гул трактора, лошади в левадах лениво жевали сено, и лишь один звук оставался неизменным — легкий, торопливый цокот когтей по деревянному настилу крыльца. Это был Зип. Если бы вас попросили описать идеальную дворовую собаку, вы бы непременно вспомнили Зипа. В его жилах текла гремучая смесь из десятка пород. Оттертые до бела кончики ушей, вечно виляющий хвост-пропеллер и глаза цвета крепко заваренного чая, в которых светился недюжинный ум. На ферме Карлы он официально числился звоночком. Стоило чужой машине показаться на подъездной дорожке или дикой лисе подойти слишком близко к курятнику, Зип заливался звонким заливистым лаем. Но Карла знала, что за этой простоватой внешностью скрывается удивительно чуткая душа. Зип обладал редким даром для животного — эмпатией. Он тонко чувствовал настроение хозяйки. Если Карла уставала после тяжелого трудового дня, пес не приставал с играми, а просто тихо ложился у ее ног, положив тяжелую голову на стоптанные рабочие ботинки. Ферма Карлы специализировалась на разведении лошадей. Это был тяжелый, но вдохновляющий труд. Каждое появление на свет нового жеребенка становилось праздником. Зип всегда наблюдал за этими событиями издалека. Он с явным любопытством разглядывал длинноногих, неуклюжих малышей, но никогда не подходил близко. Понимал, что строгие кобылы-матери не потерпят чужака рядом со своими чадами. Он просто сидел у ограды, смешно склонив голову набок, словно одобряя пополнение в хозяйстве. Кто бы мог подумать, что вскоре именно этой невзрачной собаке предстоит совершить настоящее чудо, там, где профессиональные ветеринары и опытные коневоды лишь бессильно разведут руками. Тот год выдался сложным. Весна затягивалась, ночные заморозки никак не хотели уступать место теплу. Но настоящая беда пришла на ферму в ту ночь, когда одна из лучших кобыл Карлы, красавица Сэнди, принесла долгожданное потомство. Роды были изнурительными, затяжными. Карла провела в конюшне больше суток, помогая кобыле. На свет появился крошечный, невероятно трогательный жеребенок, которого назвали Тай. У него были огромные испуганные глаза и белая звездочка на лбу. Но радость была недолгой. Сэнди так и не смогла оправиться от тяжелых родов. Несмотря на все усилия Карлы и лучшего ветеринара округа, через несколько дней сердце благородной кобылы остановилось. Для Тая это стало катастрофой. Лошади — существа глубоко социальные. Их мир строится на прочных эмоциональных связях. А для новорожденного жеребенка мать — это и есть весь мир, гарант безопасности и самой жизни. Оставшись один в холодном деревянном загоне, Тай словно потерял точку опоры. Сначала он жалобно, пронзительно ржал, прислушиваясь к тишине конюшни, в надежде услышать знакомый ответный зов. Но ответом ему был лишь шорох соломы. Дни шли, и Тай начал стремительно меняться. Он замкнулся в своем глубоком, недетском горе. Жеребенок перестал проявлять интерес к окружающему миру. Карла делала все, что было в человеческих силах. Она часами сидела с ним в загоне, предлагая ему специальную питательную смесь из бутылочки, приносила самую сочную, сладкую траву, ласково гладила его по шелковистой шее. Но Тай отказывался от еды. Он просто лежал на соломенной подстилке, уткнувшись носом в угол, и угасал на глазах. «Ты можешь обмануть желудок животного искусственным молоком», — со слезами на глазах говорила Карла мужу. «Но ты не можешь обмануть его сердце. Ему нужна мать, а я всего лишь человек».
Вскоре Тай перестал даже пытаться подняться на ноги. Его бока спали, шерсть потеряла блеск, а в глазах появилась та самая пугающая, отрешенная пустота, которая предвещает скорый конец. Карла, удирая загон, уже мысленно прощалась с малышом, глотая горькие слезы и понимая, что медицина здесь бессильна. Жеребенок просто принял решение уйти вслед за матерью. Все изменилось в один из вторников. Карла, как обычно, пришла в загон к Таю, чтобы попытаться влить в него хотя бы немного теплого молока. Жеребенок лежал неподвижно, как тряпичная кукла. Женщина бессильно опустила руки и прислонилась к деревянной перегородке, сдерживая рыдание. В этот момент в приоткрытые двери амбара скользнула серая тень. Это был Зип. Обычно пес не заходил в эту часть конюшни без приглашения, но сейчас его движения были наполнены странной решимостью. Он шел медленно, почти крадучись, не издавая ни звука. Изумленная Карла затаила дыхание, боясь спугнуть собаку или спровоцировать непредсказуемую реакцию жеребенка. Зип подошел к лежащему Таю. Он остановился буквально в полушаге, внимательно вглядываясь в измученное животное. Жеребенок даже не повел ухом. Тогда Зип сделал то, чего Карла никак не ожидала. Он не стал лаять, не стал обнюхивать малыша. Он просто аккуратно, с удивительной осторожностью, лег прямо на солому вплотную к спине Тая. Пес свернулся калачиком, делясь своим живым собачьим теплом с замерзающим жеребенком. Они лежали так несколько минут. Два абсолютно разных существа, разделяющих одну большую беду. И вдруг тишину конюшни прорезал звук, от которого у Карлы побежали мурашки по коже. Зип поднял голову и издал тихий, протяжный, скулящий вой. В этом звуке не было агрессии или страха. Это был плач. Пес, обладая невероятным звериным чутьем, словно пропустил через себя всю боль жеребенка и оплакивал его потерю вместе с ним. Тай впервые за несколько дней вздрогнул. Он медленно повернул голову и посмотрел на Зипа своими огромными глазами. Собака не шевельнулась, продолжая согревать его своей спиной. Карла тихо на цыпочках вышла из загона, украдкой утирая тяжелые слезы. За всю свою долгую жизнь на ферме она видела многое, но такую демонстрацию чистой, осознанной любви и сострадания со стороны животного видела впервые. С того дня жизнь на ферме потекла по новому руслу. Зип словно забыл о своих прежних обязанностях звоночка. Теперь у него была другая, куда более важная миссия. Каждое утро начиналось с одного и того же ритуала. Едва Карла выходила на крыльцо с ведрами, Зип уже ждал ее. Он крутился у ног, заглядывал в глаза и, весело поскуливая, буквально тащил хозяйку за край куртки в сторону конюшни. Ему не терпелось увидеть своего подопечного. Сначала реабилитация шла медленно. Тай по-прежнему много лежал, но теперь он был не один. Зип проводил в загоне часы. Он терпеливо и нежно вылизывал грустную, испачканную в соломе мордаху жеребенка. Тай сначала замирал от удивления, а затем начал отвечать на эту ласку. Он осторожно укладывал свою длинную голову на спину пса, словно находил там защиту от всех невзгод мира. Чудо произошло на исходе второй недели. Карла вошла в конюшню и замерла. Тай стоял на ногах. Он еще немного пошатывался, его колени дрожали от слабости, но он стоял. И рядом с ним, гордо задрав хвост, вышагивал Зип. Еще через несколько дней Тай впервые решился переступить порог своего загона и выйти на свежий воздух. Солнечный свет заставил его зажмуриться, но верный пес был рядом, буквально направляя жеребенка своим плечом. С каждым шагом к Таю возвращались силы, а вместе с ними и аппетит. Он начал пить молоко, а затем и с жадностью щипать молодую зеленую траву. Собачья терапия сработала там, где опустились человеческие руки. Прошло несколько месяцев, и от прежнего слабого, умирающего жеребенка не осталось и следа.
Тай рос не по дням, а по часам, превращаясь в крепкого статного подростка. И теперь их дружба с Зипом перешла на новый, куда более шумный уровень. Их утренние встречи стали настоящим представлением для всей фермы. Когда Зип вместе с Карлой подходил к воротам конюшни, он начинал радостно и громко лаять, заранее оповещая друга о своем визите. В ответ из глубины сарая раздавалось звонкое заливистое ржание. Тай принимался нетерпеливо стучать копытами в деревянные ворота, требуя немедленно выпустить его на волю. Едва преграда исчезала, конюшня взрывалась от восторга. Эта парочка устраивала такие забеги, что пыль стояла столбом до самого неба. Тай закладывал крутые виражи, взбрыкивал задними ногами и дурашливо носился по ливаде, а Зип с веселым лаем кружил вокруг него, уворачиваясь от огромных копыт с ловкостью профессионального тореадора. Они играли в догонялки, шумно оглашая всю округу своими радостными воплями. Карла, глядя на эту картину, счастливо улыбалась. Ее мальчик был спасен. Время летит незаметно. Сегодня Тай — это уже не тот испуганный комок шерсти, каким его впервые увидел Зип. Он превратился в роскошного, мощного и грациозного коня с лоснящейся шкурой и гордой посадкой головы. Сейчас он живет полноценной лошадиной жизнью, пасется на большом пастбище вместе со своими сородичами и занимает законное место лидера в табуне. Но, как оказалось, настоящая благодарность не имеет срока годности, и лошади умеют помнить добро не хуже людей. Каждый раз, когда Карла берет Зипа с собой на дальнее пастбище, происходит удивительная вещь. Стоит псу показаться на горизонте, как Тай мгновенно отделяется от табуна. Он оставляет своих величественных собратьев и легкой красивой рысью направляется навстречу маленькой серой собаке. Их приветствие неизменно. Огромный конь бережно опускает свою массивную голову к самой земле, нежно тычась бархатным носом в шерсть старого друга. Зип в ответ восторженно повизгивает, подпрыгивая на месте и пытаясь лизнуть Тая в самую морду. А затем они, как и в старые добрые времена, пускаются вскачь по огромному зеленому полю. Остальные лошади в табуне лишь недоуменно крутят головами и провожают их долгими взглядами, не в силах понять, что связывает этого могучего скакуна и обычного дворового пса. Они не знают, что когда-то эта маленькая собака подарила большому коню самое ценное, что у нее было — желание жить. Разве это не самая настоящая, чистая и искренняя дружба, на которую только способны живые существа?